Доброго здоровья, дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами, как всегда, я Ирина. И сегодня тема нашего видео: что такое очистка организма? Насущная необходимость или популярный миф? Ну, скажу вам так: очистка организма — это наша с вами забота о собственном здоровье. Если вы хотите сохранить молодость, красоту, здоровье на долгие годы, то вам необходимо хотя бы раз в год проводить чистку своего организма. Как говорится, даже если мы попадем в квартиру, в которой сделан евроремонт, стоит эксклюзивная мебель, но не убрана и везде бардак, то, извините, весь блеск теряется. Ну а вот зайдя в простую квартиру, где обычная мебель, но везде чистенько и уютно, нам приятно находиться. Вот так и с нашим организмом. Любой механизм, если он чистый, работает намного лучше, чем загрязненный. Вот поэтому нам, я же говорю, необходимо хотя бы раз в год, если вы еще молоды, проводить чистку организма. Сейчас молодежь, конечно, на этом более, как говорится, направлена, особенно девушки, женщины. Ну а нам, девушкам, тоже надо проводить. И желательно не один раз в год, а хотя бы два, ну а лучше всего 4 раза в год. Значит, как понять, что нам нужна чистка? Ну, это избыточный вес, повышенное потоотделение, неприятный запах изо рта, м, неприятный пот, частые заболевания, вирусы, простуды, кожные высыпания, упадок сил, усталость, снижение работоспособности, постоянная раздражительность, частые головные боли, бессонница, ухудшение состояния кожи, волос, нарушение работы желудка и желудочно-кишечного тракта. Ну и, конечно же, разные заболевания, как хронические, так и простые. Это все говорит о том, что наш организм зашлакован, наш организм засорен, и его нужно почистить. Значит, ну, есть много способов очищения организма. Так что наш организм, конечно, способен самоочищаться, но с возрастом у него уже не те силы, и мы должны ему в этом помочь. Вот. И так как с каждым годом все функции работают все хуже и хуже. Ну, плюс наша экология, плюс наше питание, не очень активный образ жизни, все это требует очищения. А, Значит, что нам даст очищение нашего организма? Первое. Мы выведем шлаки с организма, выведем токсины, этим самым самые вредный холестерин, вот, и этим самым мы дадим энергию своему организму. Прежде чем начать любое лечение, неважно, народной медициной, традиционной медициной, желательно пройти курс очищения. Тогда все препараты будут действовать намного быстрее и лучше, потому что организм уже очищен, и это первый шаг уже к выздоровлению. Значит, я не буду советовать чистить там клизмами, всевозможными процедурами. Это все лишнее. Я предлагаю вам трехэтапную очистку организма. Кстати,
все мои видео это рекомендации, вернее, не рекомендации, а именно ознакомительные для вас, так скажем, ознакомительная информация. И прежде чем начать любое лечение, любые чистки, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Ну, у меня это вызывает улыбку. Значит, сейчас я расскажу вам о трехэтапном очищении. Значит, первый этап: мы чистим свой организм любыми сорбентами. Это могут быть такие препараты, как полифипам, но эти препараты дорогие и ему подобные, они дорогие. Нам подойдет, как говорится, что попроще и подешевле. Это обычный активированный уголь. Есть активированный уголь черный, есть белый. Вот сейчас я вам вкратце, так сказать, расскажу их применение. Значит, черный уголь принимается здесь одна таблетка на килограмм веса. Значит, если у вас вес 70 килограмм, вы принимаете 7 таблеток. Сейчас пойдет сравнение белого и черного активированного угля. В чем преимущество белого угля уже перед черным, только в самом применении? В том, что белый уголь применяется доза в 2 раза меньше. Значит, обойдемся 3,5, ну, скажем, 4 таблетки на килограмм веса. Значит, принимаем мы таблетки 3 дня. Утром натощак встали, выпили эти таблетки. И все, уже через полчаса вы можете кушать, пить все, что вам угодно. И вот здесь еще скажу, что, значит, черный активированный уголь начинает действовать в течение 30-60 минут, а белый уголь начинает действовать мгновенно. Ну и еще преимущество черного угля, что у него меньше противопоказаний, а это личная непереносимость, беременность, кормление. Это самое. Так, немножко запуталась. Значит, черный уголь у нас противопоказания: это желудочно-кишечное кровотечение, язва, кишечная непроходимость. Вот. А белый уголь сюда добавляет еще кормление, лактацию, ну и детям его не разрешают принимать до 14 лет. Вот. Значит, если у вас нет таких противопоказаний, вы смело можете начать применять активированный уголь. Это первый этап. 10, то есть одна таблетка на 10 килограмм веса, утром натощак 3 дня. Значит, пройдя этот этап, мы переходим к другому этапу. Здесь вам могут сказать и клизмы, и все. Это все неудобно, не, как говорится, нерентабельно. Это все. Мы просто будем лениться это делать. Второй этап у нас будет длиться 21 день. От 15 до 21 дня. Ну, в зависимости, как вы себя чувствуете, как ваш организм зашлакован. И вот здесь я предлагаю любые травяные сборы. Сейчас в аптеках можно найти множество всяких. Вот смотрите, такой чай детокс — это то, что пользуюсь я. Чай для похудения, килокиллер. Самое главное подбирать вот такие вот чаи с хорошим составом, много очищающих. Уже дается готовых чаев для очищения. Вот такие вот чаи принимать по, ну,
пакетик чая, настаиваем в кипятке, в стакане кипятка, через 15-20 минут выпиваем 2 раза в сутки. Также хорошо для очищения кишечника нам помогут клетчатка. У меня 2 вида. Это формула очищения. Нет, вот она, формула очищения и формула коррекции веса. Они обе работают на очищение организма. Значит, что же нам даст очищение? Я же сказала, мы освобождаем энергию, мы помогаем своему организму самовосстановиться. Плюс то, что снижается вес. Девочки, для нас это просто красота. Вот такой вот курс травоочищения мы проходим 15-21 день. Значит, и третий этап. Мы опять повторяем первый этап. Это 3 дня активированный уголь. 1 таблетка на 10 килограмм веса. Если белый, то дозу снижаем в 2 раза. Ну, вот такое вот, таким чисткам можно прибегнуть. И еще я хочу предложить вам, так скажем, 2 рецепта, которые очень хорошо помогают очищать наш организм, очищать кишечник. Это просто замечательный. Один из них это салат щетка, капуста, морковка, свекла, лук. Ну, если можно яблоко. Если будете применять яблоко, значит не нужно добавлять яблочный уксус или обычный уксус или лимонную кислоту. И все это сдабриваем растительным маслом, какое у вас имеется. Видео об этом салате у меня есть на канале, и я оставлю ссылочку внизу в описании. Ну и еще одно блюдо, или вернее коктейль. Это берем стакан воды, обыкновенной воды, одно зеленое яблоко. Ну, если нет зеленых, можно взять любое яблоко, но предпочтительно, конечно, яблоки зеленых сортов. Значит, одно зеленое яблоко, пол чайной ложки семян чиа, вернее, по 1 чайной ложке семян чиа и семян льна. Это все хорошенько взбить в блендере и добавить воду, еще раз перемешать и выпивать. Или утром натощак, или на ночь перед сном. Хорошо, вот на ночь перед сном мне нравится, хорошо снимает чувство голода. И работает всю ночь. Утром у нас легкое освобождение. Вот. Все рецепты, все, что я рассказала, я оставлю внизу в описании. Так что, если кто-то что-то пропустил, можно посмотреть, конечно, 2 раз видео, а можно просто опуститься вниз в описании и посмотреть это все наглядно. Уже дано, так скажем, рецептами. Ну, а на этом, родные мои, я с вами прощаюсь. Желаю вам крепкого здоровья. Ну и, как всегда, не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Лайки, дизлайки и комментарии. Обязательно комментарии. Это наше с вами общение. Я просто обожаю читать ваши комментарии. Ну и также, если видео вам оказалось полезным и вы хотите с ним поделиться, не стесняйтесь, поделитесь с ним в своих соцсетях со своими друзьями. Вам это не сложно, а моему каналу помощь. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ваша Ирина.